Всем, друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим правила написания числительного полу, а также прописную букву и соединительную гласную. Слова, начинающиеся с пол, пишутся всегда слитно, с любой частью речи. Например, полуостров, полукруг, полугодие, полумаска, вполуха, вполсилы. Слова, начинающиеся с пол, могут писаться через дефис, раздельно или слитно. Через дефис числительное пол пишется перед прописной буквой, например, пол России, пол Москвы, пол Европы. Перед «л» в сочетании с формой родительного падежа, то есть кого, чего. Пол лимона, пол кого, чего, пол-литра, пол чего, леса, пол чего, линии. Перед гласными, напомню, это А, О, У, И, Э, Е, Ё, Ю, Я. Например, пол урока, пол авокадо, пол яблока. Присоединяемая часть слова содержит дефис. Пол Санкт-Петербурга, пол Нью-Йорка, пол конференц-зала. То есть имеется в виду, что слово, которое мы присоединяем к полу, уже имеет дефис. Слова с пол пишутся раздельно, если между пол и словом есть определение. Например, пол Брянской области, пол чайной ложки, пол красного яблока. Слова с пол форм родительного падежа. Существительных пишутся слитно, если они начинаются с согласной буквы, кроме «л». Пол моста, пол ведра, пол бутылки, пол первого, пол книги. Прописная или большая заглавная буква ставится в начале предложения, а также в начале прямой речи или цитаты. Например, «Жили-были старик со старухой. Колобок, колобок, я тебя съем». Также прописная или заглавная буква ставится в именах, отчествах, фамилии людей, клички животных, географических названиях. Например, Александр Сергеевич Пушкин, Анна, Мадрид, Мытищи, Нил, Шарик. Названия праздников, больших исторических событий и эпох также пишутся с прописной буквы. Невская битва, Новый год, Первая мировая война, День учителя, Международный женский день. Все слова в названиях высших должностных лиц пишутся с большой буквы. Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Названия учебных заведений, предприятий, учреждений. Московский государственный университет, Академия наук, Министерство образования и науки Российской Федерации, Смоленский авиационный завод, Гостехнадзор. Заглавия книг, названия газет, журналов и спектаклей также пишутся с большой буквы. Роман «Война и мир», газета «Известия», театральный роман. Местоимения «вы» и все формы при использовании в качестве вежливого обращения пишутся с большой буквы. Например, «вы», «вас», «вам», «вами», «ваши». Названия священных книг и официальные названия высших религиозных должностных лиц, кроме служебных слов и местоимений. Например, Библия, Исход, Новый Завет, Коран, Папа Римский, Патриарх Московский и всея Руси. Все слова в названиях правительственных учреждений страны пишутся с большой буквы. Государственная Дума, Совет Федерации, Конституционный суд. Также с большой буквы пишутся некоторые слова, такие как, например, Бог, Родина. Также необходимо запомнить написание следующих слов: Великая Отечественная война, День Победы, 1 мая, 8 марта, эпоха Возрождения, движение сопротивления, год обезьяны, эра Водолея. В сложных словах с соединительными гласными между основами могут быть только О и Е. После твердых согласных пишется соединительная гласная О. Зверолов, кровообращение, пароход, дымоход. После мягких согласных, шипящих «ц», пишется соединительная гласная Е. Например, в таких словах, как земледелие, кровеносный, птицелов. Важно! От соединительной гласной следует отличать падежное окончание первой части сложного слова.
Например, в таких словах, как сумасшедший, умалишенный, 40-летний. Также стоит запомнить 90-летний, 100-летний. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо выбрать правильное написание пол-полу в таких выражениях, как работать на полставки, пол Европы, полчаса, полшепот, пол арбуза, полтысячи, выпить полстакана, полграненого стакана, насыпать полложки, весить полкилограмма, вылить пол-литра, получистый, полцены, пол России, полуфабрикат, полапельсина и так далее. Второе задание. Выберите прописную, то есть заглавную или строчную букву. Я приглашаю вас на торжественный ужин. В данном случае, к примеру, разберем. Вас имеется в виду как вежливое обращение, поэтому здесь будет с большой буквы «вас». Всегда все было по-Аниному. Суворовские традиции, книга «Гарри Поттер», ему очень понравилось и так далее. И последнее задание. Необходимо ставить пропущенные буквы в такие слова, как кошевар, грузоподъемник, хлеборезка, грязелечение, столевар, честолюбие, водопой, языкознание, баснописец, дождемер, водомерка, громотвод, земледелие, ледоход, нефтепровод, овцевод, пешеход, садоводство, газопровод, птицелов. Обязательно пишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Спасибо за внимание и до новых встреч!